Питер вышел на утреннюю прогулку как волонтер-рейнджер, когда заметил что-то движущееся вдали. Он знал, что должен быть осторожен. В районе сообщали о присутствии хищников, поэтому он подошел ближе, чтобы понять, это медведь или койот. Затем его внимание привлекло что-то еще. Он увидел черного медведя, и у него ломит сердце от желания убежать. Но медведь нес взрослого ребенка. Питер побледнел. Такого он никогда раньше не видел. Ему нужно было убедиться, что малыш в порядке. Но возникла большая проблема. Проблема была в самом медведе. Медведь был слишком велик для того, чтобы справиться с ним одним. А у медведя еще и малыш, тем более. И казалось, что медведь не собирается отпускать ребенка. Питер решил действовать медленно, и в голову лились всевозможные вопросы и тревоги. Ему было неизвестно, что именно делает медведь с ребенком. Время не на халяву, но нужно быть осторожным. Если медведь рассердится, ребенок может получить тяжелые травмы, да и Питер пострадает. Единственные две хорошие мысли, которые пришли ему в голову: медведь не выглядел агрессивным и пока не причинил ребенку вреда. Питер решил взять ситуацию в свои руки. Он медленно подошел к медведю сзади. Медведь только что положил ребенка на землю. Это могло быть его шансом отправить малыша в безопасное место. Питер знал, что все может кончиться плохо, если он сделает неверный шаг. Затем медведь повернулся спиной, чтобы посмотреть на него. Сначала Питер подумал, что медведь его не заметил, но потом заметил изменение его настроения. Это было совсем не к добру. Питер ощутил, как стукнуло сердце в груди от страха. Он никогда не чувствовал себя таким испуганным. Питер был вовлечен в напряженный обмен взглядами с медведем. Благодаря опыту стражника он знал, что не стоит делать резких движений. Нужно держаться совершенно спокойно. Одно неверное движение, и это могло стать концом как для него, так и, вероятнее всего, для младенца. У Питера был баллончик с газом от медведей на пояснице, но он знал, что медведь окажется у него до того, как он сможет достать газ. Не до газа. Затем медведь отреагировал и схватил малыша за instead of бросаться на него. Он поднял его почти нежно за заднюю часть комбинезона, так что снова никому не причинено вреда. Но как долго еще могли держаться удача Питера и малыша? Они быстро убежали от Питера, и Питер пытался увидеть, куда они идут, но это было слишком быстро. Как хранитель леса, он знал, что бегущие медведи почти так же быстры, как лошади. Ему пришлось быстро информировать своих коллег-стражников о необходимости подготовить спасательную команду для мальчика. Но была проблема. Его коллеги-спасатели в это не поверили. У Питера была репутация проказника, и звать малыша подруга – именно тот вид шалостей, которые они ожидали от него. Питер отчаянно нуждался в помощи, но не собирался сдаваться. Он настоял на том, что видел медведя с ребенком. Питер решил взять дело в свои руки. Ему нужно было вызвать полицию, хотя его коллеги-рейнджеры и говорили ему оставить это. Все думали, что Питер сошел с ума или перебрал с розыгрышами. Питер отказался прислушиваться к ним. Он сообщил полиции, что происходит, чтобы как можно скорее выдвинулись первые офицеры на месте. Они прибыли в течение нескольких минут. Скоро прибудет еще подкрепление. Затем начальник Питера-волонтера распорядился полицейским уйти в его офис. Когда они вышли из офиса, они проигнорировали Питера и сразу отправились в лес. Быстро прибыло больше полицейских. Они сказали Питеру не двигаться и выглядели довольно злым. Питер не имел понятия, что происходит или что его начальник говорил этим офицерам. Было ли это связано с его периодическими розыгрышами, которые он считал безобидными? Когда Питер столкнулся с ним,
Ему сказали сесть и ждать. Ему предстояло скоро быть допрошенным. Питер был озадачен. Офицеры вернулись через несколько минут. Питер удивился. Они наверняка не обыскали весь лес за считанные минуты. Что-то еще должно было произойти. Питер скоро получил бы ответы. Его допрашивали по причине того, что он якобы видел медведя. Его спрашивали и о ребенке. Питер знал, что видел именно то, что видел, и никто не воспринимал его всерьез. Ему нужно было докопаться до сути. Полиция сказала Питеру, что они скоро уйдут, и что они не находят его историю смешной. Питер расплакался. Ему запретили уходить из офиса, но его начальник все равно хотел поговорить с ним из-за стресса, который он испытывал. Питер стал очень эмоциональным. Он расплакался, попросив начальника подобрать ребенка. Но было и другое, что могло расстроить Питера еще сильнее. Его отстранили от работы. Ему сообщили, что он больше не может работать волонтерским лесным рейнджером. Питер почувствовал, что мир против него. Его начальник и коллеги-волонтер-рейнджеры и профессиональные рейнджеры считали, что с Питером происходит нечто ужасающее. Он больше не выполняет просто розыгрыши. Теперь он видит вещи из-за травматических событий в своей жизни. Ранее Питер служил в армии и был уволен по медицинским причинам. Он видел ужасные вещи, которые давали ему кошмары. Именно поэтому он стал волонтером-парковым рейнджером, чтобы носить форму, помогать людям и быть в мире в парке среди природы. Их пытались убедить, чтобы он обратился к терапии и, возможно, был помещен в психиатрическую больницу. Он только что потерял малыша, и его жена ушла от него, потому что он устроил глупую шутку. Он делал подобное, чтобы справиться со всем стрессом, который испытывал. Она любила его, но его любовь к глупым шуткам и неспособность говорить словом привели к тому, что она ушла. По этой причине никто ему не верил. Хотя они сочувствовали ему финансово, Питеру не нужна была шутка. Его армейская инвалидность обеспечивала это. Но эмоционально ношение формы действительно помогало Питеру почувствовать себя полезным, и это было для него самым важным. Его коллеги считали, что травма еще не зажила, и что он вообразил медведя с его малышом, тем малышом, которого он потерял, когда жена ушла от него. Питер говорил им, что это не так. Но никто не верил ему. Они просто посмеялись над ним и думали, что история о медвежьем ребенке – мерзкая шутка и пустая трата полицейского и профессионального времени. Это был шаг слишком далеко. У Питера нашлось отчаянное решение. Он решил исчезнуть в леса самостоятельно. Он был полон решимости узнать правду. В действительности больше всего, о чем он переживал. Сколько еще может продержаться ребенок рядом с медведем? Может ли медведь вообще кормить ребенка, не говоря уже о сопротивлении съедению? Он хотел спасти ребенка, но шансы были на то, что он найдет труп. Ему больше не разрешали входить в лес, но он не заботился об этом. Лес был огромен, размером с небольшую европейскую страну, и там не было охраны. Кто бы стал пытаться украсть лес или, может быть, похитить медведя? Патрули волонтеров и профессиональных рейнджеров были в основном заняты поиском заблудившихся туристов, браконьства и охоты во вне сезона. Благополучие ребенка было единственным, что его интересовало. Его соседка пыталась остановить его, но знала, что бесполезно. Питер все же пошел в лес. Он чувствовал себя голым, без своей формы и рации, но он принес с собой баллончик газового средства против медведей на случай чего. Питер решил отправиться в лес рано утром. Прошло еще не более 24 часов с момента его столкновения с медведем. Он бы пошел раньше, но поиски в темноте в одиночку были бы бесполезны. Он также знал, что в то время никого не будет охранять край леса, так что можно войти без проблем. У него было еще одно дело перед тем, как уйти.
Он пошел навстречу лучшему другу, Джейку, соратнику по волонтерству. Он был удивлен увидеть Питера. Он слышал, что произошло. Питер рассказал ему всю историю. Им нужно было добраться до леса, чтобы спасти мальчика. Джейк был скептически настроен. Он не хотел участвовать. Затем Питер уступил. Джейк никогда не видел Питера в таком состоянии. Он был очень неохотен идти, но почувствовал, что у него нет выбора. Он тайно не искал медведя или ребенка. Он решил, что должен наблюдать за своим другом. Может быть, Питер причинит себе вред. Джейк сказал Питеру, что пойдет с ним. Это решение могло иметь катастрофические последствия для него, потому что он знал, что Питер запрещен в лесу и, возможно, рискует быть принужденным к принудительному заключению по его психическому состоянию. На самом деле Джейк, опасаясь, что Питер может на самом деле убить ребенка, решил тайно носить с собой пистолет на случай, если ему потребуется остановить Питера от собственного мучения, если он сделал что-то ужасное. Питер продолжал говорить о мальчике и медведе, уходя глубже в лес. Джейк думал, что Питер стал полностью бредовым, улыбался, кивал и думал, что может понадобиться сделать. Ему хотелось позвать на помощь, но что-то помешало ему это сделать. Когда они наконец достигли места, где Питер видел медведя, Джейк заметил то, что Питер пропустил. Джейк увидел следы вдалеке, следы медведя, а также экскременты медведя, свежие. Его мгновенно заинтересовало то, что он нашел. Он слышал о медведях в этом районе, но это было явно нечто большее обычного. Возможно, это мог быть могучий гризли, а не обычный черный медведь. Более того, они нашли следы черного медведя, но большего обычного размера. Джейк начал верить, что Питер как минимум видел медведя, но у него еще оставались сомнения по поводу малыша. Теперь и Джейк, и Питер согласились, нужно быть осторожными. Черный медведь – серьезная опасность, и если он держал человеческого ребенка, кто знает, на что он способен и насколько он умен. Джейк крикнул Питеру, что нашел больше следов после следа медведя. Джейк внезапно потерял след. Он не знал, куда мог исчезнуть медведь. Он был полностью потерян. Это не могло исчезнуть на пустом месте. Питер осмотрелся. Ему становилось все отчаяние, не могло же он исчезнуть. Затем они оба услышали рычание. Джейк застыл на месте. Это было очень близко. Питер был уверен, что они в чьей-то территории медведя. Медведь, вероятно, уловил запах двух людей, даже если не был тем самым медведем с малышом. Это была огромная опасность для них. Медведю нужно было быть очень осторожным. Питер пошел к источнику шума. Затем Джейк оттолкнул его обратно. Питер посмотрел Джейку прямо в лицо. И они увидели, что он действительно напуган до глубины души. Джейк не хотел приближаться к медведю. Он настоял на вызове подкрепления, но Питер отказался, к тому же у него не было рации. Их уже и так подвели и отобрали у него рацию и надежды. Так зачем сейчас им доверять? Джейк действительно хотел вернуться обратно. Он слышал звуки вдалеке. Казалось, что медведь медленно приближался к ним. Затем он атакует их слишком быстро, чтобы они смогли убежать. Джейк сказал Питеру, что не пойдет с ним, но у Питера не было намерения возвращаться обратно. Питер, наконец, убедил Джейка остаться рядом с ним. Два сильных человека менее подвержены нападению. У них не было и не было Tranquilizer Gun с собой, чтобы обездвижить медведя, если они увидят его. Кто-то должен был отвлечь его. Джейк неохотно пошел за Питером. Питер был убежден, что они уже близко. У него в венах бурлила адреналиновая сила. Ему нужно было схватить мальчика у медведя. Никаких сомнений, это было единственное, что у него на уме. Затем Джейк ахнул. Вдали они увидели пещеру.
Это была определенно необычная пещера. Они последовали по следам медведя и вошли прямо в пещеру. Это точно логово медведя. Питер пытался идти вперед медленно, затем внезапно он остановился. Питер увидел медведя вдали и был абсолютно шокирован. Он знал, что не сошел с ума, даже если Джейк теперь был полностью убежден и напуган больше прежнего. Это было за пределами его зоны комфорта. Они не должны были там быть. Следа ребенка не было. Джейк пытался убедить Питера вернуться в офис рейнджеров, чтобы они тоже могли помочь. Но Питер был чрезвычайно упрям. Он считал, что должен попробовать что-то предпринять, но все еще должен найти ребенка. Вдруг он услышал шум. Внезапно они услышали крики изнутри пещеры, и медведь, казалось, отреагировал. Через несколько мгновений он вышел, и крики прекратились. Питер теперь знал наверняка, что мальчик внутри пещеры. Затем медведь повернул голову к Джейку. Джейк увидел медведя. Обстановка была очень напряженной. Джейк не знал, как реагировать. Питер велел Джейку оставаться на месте, но Джейк так испугался, что начал отходить назад. В этот момент медведь накинулся и бурно кинулся к Джейку. Питер попытался отвлечь медведя, но тот был заинтересован лишь в Джейке, который не имел другого выбора, кроме как можно быстрее улизнуть. Это была угрожающая жизни ситуация. Джейк убежал так быстро, как только мог. Он почувствовал приближение худшего. Джейк споткнулся. Он мгновенно встал и взобрался на дерево. Медведь пытался стянуть Джейка с дерева, но, похоже, Джейк сумел добраться до безопасности. Это был момент, когда Питер отреагировал и помчался в пещеру. Питер остался один. Он увидел явный путь к заднему краю пещеры. Он услышал крик Джейка вдалеке, но счел, что важнее спасти ребенка и что Джейк в безопасности. Плавно продвигаясь по пещере, он услышал, как Джейк кричал, что медведь вернется. У него не было времени на промедление, ему нужно было глубже проникнуть в пещеру немедленно. Не раздумывая, он начал бежать к входу пещеры. Он не слышал медведя поблизости, значит, у него еще было время спасти ребенка. Дойдя до пещеры, внутри была полнейшая темнота. Питер быстро вынул телефон из кармана, чтобы хоть немного подсветить путь. Он не знал, куда идти. Затем внезапно он услышал шум у дна пещеры. Он стал идти к этому шуму. Потом он увидел нечто, что ошеломило его до глубины души. Наконец он увидел ребенка. Питер быстро подбросил малыша. На первый взгляд малыш был невредим. Питер почувствовал облегчение и гордость, но тут он понял, что должен как можно скорее выбраться из пещеры. У него не было времени на промедление, и он услышал шум вдалеке. Питер понял, что медведь возвращается, и он быстро выключил факел, услышав, как медведь входит в пещеру. Питер подумал, что медведь заметил, что ребенок исчез. Затем малыш внезапно начал плакать. Питер попытался успокоить его, но было слишком поздно. Питер заметил, что медведь увидел, как он выключил свет. Он посмотрел медведю в глаза. Питер оказался в ловушке и все еще держал малыша на руках. Питер осторожно потянулся к газу против медведей, но знал, что в этом замкнутом пространстве пещеры он поразит не только себя и медведя, но и ребенка. Медведь казался очень осторожным, приближаясь к Питеру. Затем Питер снова услышал шум. Внезапно медведь, казалось, пошел ко сну и заснул. Питер понял, что медведь попал под успокаивающие стрелы, торчащие из его заднего отдела. Затем он услышал вокруг себя множество шумов. Не осознавая этого, другие рейнджеры вбежали в пещеру, чтобы спасти Питера. Джейк позвонил им по мобильному телефону. Он смог поймать сигнал на дереве. Полиция и рейнджеры не знали, где находятся родители малыша, и даже кто они. Полиция не сообщила о пропаже мальчика. Рейнджеры отвезли мальчика в ближайшую больницу. С помощью полиции Питер получил извинения, но он был полон решимости добраться до истины
этого загадочного дела. Вскоре они узнают все. Мальчика проверили в больнице незамедлительно по прибытии, группа врачей взяла его на обследование. Питер отказался отпускать ребенка из поля зрения, и полиция позволила ему остаться с малышом. Они также взяли образец ДНК для идентификации ребенка. После многочисленных проверок оказалось, что ребенок здоров. Каждый час Питер проверял, не готов ли результат анализа. Там он узнал, что и медведя тоже привезли на обследование. Медведя собирались держать в зоопарке до конца его жизни, как тюрьму для плохих зверей. Хотя Питер не спал целые 24 часа, когда он наконец получил известие, это оказалась не та новость, на которую он рассчитывал. Медведя оставили в лесу, а когда Питер спросил почему, ответ был самым удивительным. Родители малыша были найдены, но трагически, в морге больницы. Они погибли в смертельной автомобильной аварии после того, как врезались в дерево в лесу. Медведь нашел и спас малыша как мог, кормя его измельченными ягодами и жуками. Малыш находился в удивительно хорошем состоянии. Питер обрадовался, что медведь невиновен.